Упрощенная версия беговых умных смарт-часов от компании Amazfit под названием Amazfit Cheetah. Она имеет обширный функционал, технологию постоянного мониторинга пульса, мониторинг SPO2 и уровня стресса, AMOLED-экран с технологией Always On Display, кнопку колесика для удобного перемещения по интерфейсу, стильный дизайн, 14-дневное время автономной работы, и это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Cheetah. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Упаковка такая же, как и в версии Amazfit Cheetah Pro. На ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. Напоминаю, что на прошлую версию у меня тоже есть обзор на канале. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем карточку с QR-кодом для скачивания приложения, зарядное устройство с 2 пинами, краткое руководство и сами смарт-часы. Смарт-часы вместе с ремешком весят 47 граммов, а габариты составляют 47 на 55 на 13 миллиметров. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Там много всего полезного. Еще напоминаю, что Honor Magic 5 Ultimate смартфон я разыгрываю. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется данная модель в единственной расцветке. Внешне они от Pro версии отличаются только расцветкой, но как по мне, данная модель выглядит куда посвежее. К слову, линейка Cheetah мне напоминает смарт-часы от компании Huawei, а именно GT3 SE. Обзор на них тоже был на канале. Очень внешне они похожи. Средняя рама и безель выполнены из армированного волокном полимера. Сборка, как и качество материалов, отличная. Ремешок силиконовый, не тканевый и не на липучке, как у Pro версии. Но, несмотря на это, ремешок очень качественный. Ширина ремешка 22 мм, охват запястья от 150 до 220 мм. Ремешок быстросъемный и имеет стандартную застежку. Он не натирает, и запястье под ремешком не потеет. При носке смарт-часы не ощущаются. И спать в часах можно без каких-то проблем, благодаря тактильно приятным и легким материалам. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту биометрический датчик BioTracker PPG с поддержкой измерения кислорода в крови, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик освещенности. Данная модель умеет круглосуточно мониторить сердцебиение с периодичностью от 1 минуты до 30 минут. Уровень кислорода в крови измеряется автоматически в состоянии покоя, а уровень стресса каждые 5 минут. Измерять состояние здоровья вручную также, разумеется, можно. Ко всему есть измерение одним нажатием, что очень даже удобно. На руке показатели измерения здоровья довольно корректные, как и мониторинг сна со всеми фазами сна и мониторингом краткого дневного сна. Из интересного и полезного на борту также можно найти оценки состояния здоровья ПАЙ, активность, дыхательные тренировки, женское здоровье, различные напоминания. Одна из особенностей линейки Cheetah является настройка мониторинга здоровья как в приложении, так и через сами смарт-часы. К слову, обыкновенная версия Cheetah не сильно отличается функционалом от Pro версии. Далее, на корпусе есть механическая кнопка для перехода к тренировкам и возврата, а также кнопка колесика, которая отвечает за выбор, переход к меню, вызов голосового помощника, включение-выключение, а прокруткой можно перемещаться по интерфейсу. Но прокрутка работает не лучшим образом, как и в Pro версии, что странно. В настройках можно переназначить действие на любое из предоставленных, что хорошо. Управлять смарт-часами также можно через голосовое управление. Данная модель не поддерживает русский язык, но есть английский. Будем надеяться, что русский тоже появится с обновлениями. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,39 дюйма с разрешением 454 на 454 пикселя. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3 серии с покрытием от отпечатков пальцев. Рамка у экрана есть, но она минимальная. Экран утоплен. Интерфейс доступен на русском языке, система работает отлично, даже микрофризы редко встречаются. Плотность пикселей 326 ppi, яркость 1000 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает. Яркость регулируется ползунком. Автояркость на борту, работает она корректно. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция включенный экран максимум до 20 минут. Также есть полноценный Always On Display, работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию. На борту имеется 5 предустановленных стилей AOD. Также можно установить циферблаты, которые имеют свой AOD. Из полезного есть функция для выключения экрана накрытием ладонью и включения экрана тапом. При поднятии руки экран загорается моментально. Настроить скорость отклика и время работы возможность есть. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое. Слева направо уведомления, свайп снизу вверх карточки быстрого доступа, которые довольно удобны, их можно персонализировать. Свайп справа налево, меню. В нем есть пай, тренировки, журнал тренировок, тренер ZEP на базе
искусственного интеллекта. Чтобы использовать эту функцию, необходимо в приложении создать план тренировок. Далее есть статус тренировок, измерение пульса, измерение кислорода в крови, измерение одним касанием, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, активность, компас, барометрический высотомер с давлением воздуха, погода с подробной информацией, VIP-карточки участников, плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Ко всему есть возможность еще загружать треки на сами смарт-часы, но отмечу, что как в Pro-версии данная модель не имеет динамик, поэтому музыку можно слушать через подключенные наушники. Далее в меню есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, солнце и луна, разумеется, женское здоровье, дыхательные тренировки, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер, а голосовых заметок нет, как и удаленные фотосъемки в паре с Android-устройством. В настройках можно настроить звук и вибромотор, который тактильно приятный. Для оптимизации расхода заряда батареи предусмотрена функция анализа расхода. Далее можно включить или выключить использование сохраненной карты, настроить режим «Не беспокоить», режим сна, включить режим экономии энергии, настроить блокировку смарт-часов, настроить функцию утренней новости и обновить прошивку, которая мне уже, к слову, прилетала. Летим дальше. Операционная система ZepOS версии 2.1, выделенной памяти на порту 2,5 гигабайта, Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном они держат стабильно. Подключить нагрудный датчик или различные другие спортивные аксессуары возможность есть, как и подключить беспроводные наушники или колонку. Wi-Fi поддерживается частотой 2,4 ГГц, тренировок на борту более чем достаточно, отслеживание плавания, разумеется, на борту, как и автоопределение 8 спортивных движений и 25 силовых движений. Навигация происходит за счет технологии MaxTrack с GPS и шестиспутниковой системой позиционирования. Настроить GPS можно, как и загружать маршруты с офлайн картой на сами смарт-часы для использования навигации. Определение местоположения в городских условиях занимает около 7 секунд. Карты строятся не лучшим образом, так как отклонение от пройденного маршрута может достигать около 5 метров. При этом GPS-навигация работает корректно. Для тренировок есть большое количество вспомогательных функций настроек. Во время тренировки можно пользоваться плеером и навигацией, что удобно. Далее, входящий звонок можно сбросить, также включить беззвучный режим или отвечать заготовками, которых в стоке 5 штук. А также можно добавить несколько своих. В общей сумме всего 10 штук. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст просмотреть нельзя. Смайлики отображаются, но не все, как и иконки приложений. Фото, картинки и так далее не отображаются. Ответить на сообщение можно только смайликами или быстрыми заготовками. Клавиатуры нет. Емкость аккумулятора 440 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 50 минут. Я ожидал слегка быстрее зарядку. С полным включенным функционалом и интенсивным использованием, но без Always On Display их хватает на 6 суток по моим тестам. А Pro-версия жила у меня 5 суток. Далее, Amazfit Cheetah имеет водонепроницаемость 5 атмосфер. Я не советую вместе с ними ходить в сауну, баню или купаться в соленой воде. Для примера, я искупал их в воде, по итогу они не пострадали, но перепадов температуры в соленую воду электронные устройства не любят, как вы помните. Amazfit Cheetah работает в паре с приложением Zep. В приложении можно отслеживать все показатели здоровья и перейти к тренировкам. Также в приложении есть магазин с циферблатами, которых там более чем достаточно. В магазине есть анимированные циферблаты, персонализированные циферблаты, кликабельные циферблаты и любую фотографию установить, разумеется, на заставку можно. Список приложений, к слову, пополняется не так быстро, магазин с приложениями, разумеется, есть. Минусы практически такие же, как и в версии Pro. Кнопка колесика работает некорректно, не отображаются все смайлики, нет клавиатуры, на данный момент, может, еще допилят. Тренировка не может работать в фоновом режиме, а также у данной модели нет полноценной мультизадачности. Карты строятся с погрешностью в построенном маршруте, а также завышенная цена. Но мы знаем, что в скором времени она по-любому упадет. К слову, она уже неплохо так просела. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем огромное спасибо за просмотр и двойное спасибо, кто еще и коммент оставил, еще и колокольчик. Резюмирую, умные часы Amazfit Cheetah, как и Pro-версия, качественные спортивные часы. В использовании удобные, выглядят стильно, различных функций для занятий спортом более чем достаточно. Но сказать, что это топ или что их необходимо бежать и покупать, я не могу, так как по большей части это зависит от сценария использования, и данные смарт-часы покупают в основном люди, которые ведут здоровый образ жизни. С другой стороны, можно GTR-ки, GTS-ки 4 купить от тех же Amazfit'ов и еще много всяких аксессуаров, которые будут на процентов так 40 дешевле, но хуже не будут точно. Опять же, это мое субъективное мнение, с ним вы можете не согласиться. Еще раз огромное спасибо за просмотр, девайсу скромное, да, опять же, только от фанатов Amazfit'а. Добра и удачи вам, дорогие друзья.